Всем привет! Российские автолюбители все чаще рассматривают альтернативные способы покупки авто, среди которых и приобретение машины в других странах. Предлагаю посмотреть, насколько выгодна покупка автомобиля в Белоруссии и стоит ли ради этого ехать в Минск и Гомель. Спойлер, еще как стоит. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Укрепившийся курс российского рубля по отношению к белорусскому, отсутствие серьезных проблем с логистикой и единое таможенное пространство с отсутствием пошлин на ввоз авто послужил росту популярности автомобилей из соседнего государства. Если говорить о разнице цен, то пример с 5-летним кроссовером Nissan X-Trail показывает, что такое авто в Белоруссии может стоить на четверть дешевле. Экземпляр с 2,5-литровым двигателем, полным приводом, кожаным салоном, полным пакетом опций, включая сенсорную мультимедийную систему и пробегом в районе 100 тысяч километров, обойдется в России примерно в 2 миллиона рублей. Аналогичный вариант в Гомеле с пробегом в 70 тысяч километров предлагается за 1 миллион 600 тысяч российских рублей по текущему курсу. Еще пример с 7-летней Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым мотором и полным приводом в России стоит примерно 1 миллион 800 тысяч рублей, тогда как в Белоруссии его можно купить за 1 миллион 100 тысяч. Toyota Camry в новом кузове 2020 года выпуска с двигателем на 2,5 литра и богатой комплектацией с кожаным салоном и с пробегом 21 тысяча километров в Гомеле стоит 2 миллиона 240 тысяч российских рублей, тогда как на вторичке в России за подобный экземпляр просит от 3 до 4 миллионов рублей. Но есть у покупки автомобилей в соседней стране и свои подводные камни. Во-первых, купить белорусскую валюту по официальному курсу может быть затруднительно. Сейчас российские банки предлагают поменять российскую валюту на белорусскую по 26 рублей 32 копейки. Однако можно открыть брокерский счет и конвертировать валюту с помощью карты МИР, где курс больше приближен к официальному. Помимо обмена валюты, стоит озаботиться и транспортными расходами. Так, перелет в Минск из Москвы может обойтись примерно в 5000 рублей, из Челябинска в 9000 рублей, а из Новосибирска в 10 тысяч рублей. Обратная дорога с учетом расходов на 95-й бензин при среднем расходе 10 литров на 100 километров может обойтись от 4 до 20 тысяч рублей. Оплата утиль сбора и регистрационные действия в обеих странах выйдут примерно в 10 тысяч рублей. Еще 20 тысяч потребуется на сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Поэтому к цене машины из Белоруссии стоит закладывать еще порядка 100 тысяч рублей. Но в таком случае покупка все равно выгодная, тем более побываете в красивом Минске или Гомеле. Ну и обещанная мной шутка юмора. Пьяные челябинские рыбаки ночью поймали русалку. На утро оказалось, что это сом, и всем стало стыдно. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что думаете про покупку авто в Беларуси? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, потому как человек отдыхает на природе, сразу видно, как природа отдохнула на нем.